Значит, строительство замка и всех усадебных построек началось с 1884 года. Я уже сказала, что Владимир Семенович получает усадьбу во владение в 1856 году в качестве подарка на свое день рождения. Помимо усадьбы он получает Муромцева. Помимо этого он получает усадьбу Ликино, и общая площадь его владения на тот момент составляла 109 гектаров. А к тому моменту, когда он уезжал из России в 2017 году, эта цифра увеличилась втрое. Ну вот, когда он приехал первый раз в имение, он посмотрел, здесь стоял такой небольшой деревянный домик обычный. Он посмотрел и уехал, не зная, что с этим делать просто. В 80-е годы он путешествует по Европе и заезжает к своему другу в Ворону, как гласит одна из легенд. Тот проводит его к своему имению и говорит так ехидненько, что в России вам этого никогда не сделать. Владимир Семенович приглашает его лет через 5 посетить его имение в России. И вот Владимир Семенович, конечно, даром времени теряет. Он находит людей, которые смогут воспроизвести то, что он задумал. И этим человеком становится Петр Самойлович Бойцов, талантливый архитектор, который участвовал в создании проекта Пушкинского музея в Москве. И вот Петр Самойлович Бойцов разрабатывает такой проект усадьбы по всем запросам Храповицкого, который соответствует все его запросы, ну и, конечно, Храповицкий разумеет огромные деньги. Театр, ходила лодочная станция, дома прислуги, конюшенный двор со всеми пристройками. И последним его архитектурным строением в усадьбе становится церковь Святой Великомученицы Александры. Но во всяком случае, в 1888 году сюда действительно приезжает этот барон. Усадьба была уже полностью готова. И въезд в усадьбу находился не с той стороны, с которой заходим мы с вами, а въезд находился более вот с той стороны и проходил практически по всему имению. Когда вы въезжали в усадьбу, вы могли увидеть все великолепие, которое было создано Бойцовым. И этот барон приезжает, его Владимир Семенович проводит и останавливается недалеко от построек, которые очень напоминали баронский замок. Барон говорит: да, вы действительно сумели повторить в точности мою родовое гнездо. Владимир Семенович говорит: вы знаете, это скотный двор, здесь у нас свиньи живут. А главный усадебный дом находится дальше. И проводит у барона брачную свадьбу. Говорят, что у барона после этого усадьбы в России больше не было. Но, во всяком случае, усадьба была великолепна. Сюда был произведен электричество, здесь была полностью оборудована водопроводом, отапливали даже конюшни. Здесь был устроен каскад прудов. Вот если смотреть с крыши, можно было подумать, что там так было 3 озера, которые находились на разных уровнях, заканчиваясь круглым озером, зеркало, в котором отражался главный картин. Если вы смотрели со стороны прудов, вы видели усадебный дом в этом озере. Если вы смотрели со стороны усадебного дома, вы видели край стиля и сад, который называется. Летние поры здесь высаживали лавр, здесь разносились катки, пальмы, различные экзотические деревья. Здесь выносилась французская мебель, здесь устраивались удивительные музыкальные вечера. Так как Софья Ивановна, жена Владимира Семеновича Храповицкого, очень увлекалась музыкой, она здесь организовывает детскую школу музыкальную, в которой детей обучают. И строится театр по ее желанию. И здесь еще была сделана одна очень интересная вещь. Ну, вы знаете, что крестьяне всегда держали скотинку, а через парк эту скотинку прогонять было не очень хорошо, так как парк занимал 35 гектаров. Ну и
Владимир Семенович сделал таким образом, что всем, кто прислуживал в имении, им продукты сельского хозяйства поставлялись именно домой. Но усадилось он, чтобы они не держали никакой живности в доме. Воздух. И все это великолепие, после того, как начинается революция, Владимир Семенович описывает собственной рукой и передает владение крестьян. Уезжать в своей супруги за границу, оставив все в России. Это все насчитывало 8 педарных заводов, 12 кирпичных заводов, 4 лесозаготовительных станции, железную дорогу до Коврова с 3 станциями, которые находились на территории имения, с вновь выращенным лесом. И имение на тот момент оценивалось в 35 миллионов рублей. Сам Владимир Семенович Храповицкий погибает во Франции в полной нищете. В 22 году это установлено. Он умер. Софья Ивановна в 23 году присылает сюда письмо в просьбу с крестьянам, так как она потеряла мужа и не имеет средств к существованию. Она просит выделить ей хоть какое-то содержание в силу ее немощности. Ей крестьяне отказывают в этом деле, все укладывающиеся обстоятельства, которые происходили в стране. И Софья Ивановна умирает через 3 года после этого. На сегодняшний момент мы не можем найти ее могилу, но могила Владимира Семеновича Храповицкого найдена, он покоится в Висбадене. Давайте пройдем дальше, и я еще полистаем некоторые страницы. Да. И еще один, он в 1956 году родился, в 22-м умер. Да, и еще одна особенность Владимира Семеновича Храповицкого. У него была удивительная псарня. И всех собак он знал по кличкам. И вот когда собачка умирала, вот справа от вас находится горка. Вот эта горка называется собачья горка. И каждую собачку хранили там, и для каждой собачки устанавливалась табличка с годом рождения и кличкой. Это легенда. Все было передано во владение крестьян. Собаки тоже? Там 50 голов. Может, собачка еще такое. Потом